Привет! Вы на канале Усадьба Викторианца, и с вами Анастасия. Для начала хочу попросить прощения за свое столь долгое отсутствие на ютубе. Дело в том, что этот месяц я занималась срочной корректировкой своих планов на будущее, расчетами, просчетами, поиском, закупкой стройматериалов, ожиданием этих материалов. Самое долгое ожидание продлилось 4 недели, как на иголках, привезут, не привезут, пропадут деньги, не пропадут. Подкупила кое-какого инструмента, бытовой техники, самой необходимой. Хочу попросить прощения, что съемку я веду из газовника, потому что у нас опять дуют очень сильные ветра. Здесь возвышенное место, здесь ветра частые и очень сильные. Иногда боюсь, что мой вот этот сарай ниф-ниф-наф-наф, думаю, лишь бы не улетел, потому что он стоит просто на блоках. Вот. А сейчас девчонки пошли гулять, поэтому здесь самое тихое место. Значит, что я решила? Дом я строить не буду. Вместо дома я буду строить большой сарай. Сарай, я думаю, 6 на 25 каркасный. 6 в ширину, 25 в длину и с двускатной крышей. Назначение этого сарая для животных. Коз у меня сейчас 8. Из расчета по норме на одну козу нужно 3 квадратных метра, то есть это 24 квадратных метра. Коз нужно увеличить хотя бы в 2 раза. Моля пришла. Малюль, Малюль, покажись. Мольку я не закрываю, когда выпускаю коз вместе со всеми остальными собаками, потому что вольер у нас пока один, и периодически происходят драчки. Молька с козами хорошо, вернее, она их даже боится. Они ее бедные гоняют. В общем, Молька пришла ко мне пока пообщаться. Сарай будет 150 квадратных метров, чтобы там комфортно разместились мои козы, чтобы можно было взять там корову, 2, чтобы можно было увеличить поголовье коз. Там же у меня будет птица, хотя ветеринары не рекомендуют размещать в одном помещении на одном выгуле птицу с животными. Ну, я думаю, сделать птицам отдельный бокс, сделать отдельный вход и отдельную выгульную зону. Ну и также в этом сарае я планирую выделить место для себя. Ну ничего, я посчитала, что главное это хозяйство и иметь возможность выжить, какие бы ни были внешние обстоятельства. Вот. А пожить в сарае, собственно, я год уже прожила в сарае похуже. Тут я допустила некоторые ошибки с крышей, я знала заранее, что я их допущу, но думала, авось, русский авось, понадеяться на русский авось не получилось. То есть второй сарай, вот этот большой, я буду уже, конечно, строить по-серьезки, по-грамотному, насколько мне позволяет знание. И у меня будет отдельный вход, и себе пока я сейчас распланировала где-то 50 квадратных метров я выделю, ну, то есть 1/3 сарая. Еще в этом году я планирую на поле построить навес 6 на 9, наверное, скорее всего с односкатной крышей, потому что быстрее, но пока я еще точно не придумала. Выкопать колодец, сделать забор, вот, и к зиме переехать. Что касаемо сельхозработ, мне нужно будет заготовить сено. Хочу попробовать чуть-чуть посадить гречихи, буквально 10 соток, потому что убирать ее нужно вручную, а опыта у меня нет. Серп у меня есть, а опыта нет. Ну и посадить огород. Где я буду сажать огород, тоже пока не ясно. То ли на поле, то ли в деревне. Ну, в общем, это лето я буду жить между полем и деревней. Как быстро я смогу продвигаться, мы увидим, потому что делать я все буду одна. У нас в соседней деревне жил очень хороший мужчина, и у меня была мысль нанять его в качестве... Не могу сказать, что помощника, потому что мужчина женщине вряд ли может быть помощником, но в качестве напарника. Вот. Но, к сожалению, недавно его не стало. Поэтому больше здесь пока я надежных людей не увидела. Придется делать самой. Но ничего, опыта я приобрету еще больше. Видео я планирую сейчас выпускать раз в неделю. Постараюсь больше не пропадать, не зависать, но если что-то опять не изменится резко, и мне не придется пересчитывать материалы для моего каркасного сарая, там, в какой-нибудь сарай из глиночурки. Были такие мысли, если бы я умела строить сарай из глиночурки,
Это был бы очень хороший вариант, потому что сейчас цены подскочили, и пиломатериалы очень сильно подскочили. Если когда я начинала строительство 2 года назад, куб досок, ну, куб древесины стоил 9500 рублей, сейчас он стоит 20 тысяч рублей. Еще и очередь, как мне сегодня сказали на пилораме, вам первый сорт или второй? Я говорю, вам первый сорт или второй? Я говорю, ну, конечно, лучше второй, ну, потому что он подешевле. Ну, тогда вам придется подождать, потому что у нас все заказывают второй сорт. Я говорю, ну, с такими ценами скоро все будут заказывать третий сорт, а не то, что второй. В общем, посмотрим, какая будет ситуация дальше. Ну вот вкратце мои планы на ближайшее будущее. Посмотрим, как оперативно я смогу их воплотить в жизнь. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео.